Акварель и азиатская живопись. Смешанная техника. Сегодня рисуем белую акацию. Сегодня будем работать в стиле импрессионизма. Не будет ничего сложного и детального. Просто такое мое весеннее впечатление, а сейчас цветущей белой акации. И надеюсь, вам понравится этот урок. Рассмотрев пример, который мы сегодня нарисуем, вы тоже сможете создавать такие большие красивые композиции. Я работаю тушью, но чернилами. Вы можете работать и черной краской. Я работаю на рисовой бумаге, вы можете использовать пищевую бумагу. Берем тушь, достаточно активную, концентрированную, и делаем мазки линий от точки до точки для изображения ствола и ветвей. Потом рисуем листья. Тоже очень простое движение. Немного разбавляем тушь, чтобы она не была такой сильно концентрированной. Часть листьев можно сделать темно-черными, часть бледно-серыми, чтобы было передние и задние планы. И прижимая кисть, ее кончик, так как у меня большая кисть, или кисть наполовину, или целиком, просто от этого будет у вас увеличиваться объем листа. Чем больше вы увеличите давление на кисть, мы рисуем листья. Группируем их и насаживаем на ветку. То есть мы прижали кисть, сделали мазок, получили лист, делаем группу таких мазков, выстраивая их в ряд. И затем можно прорисовать центральную линию кончиком кисти, и тем самым мы получаем ветки листьев. Как видите, они широко раскинуты, и мы знаем, что листья нам видны массами. Теперь разбавим тушь водой достаточно сильно, и просто прикосновениями кисти можно оставлять отпечатки кисти, можно просто провести кисть волной туда-сюда, прижав ее к бумаге, и мы намечаем те места, где у нас будет располагаться белая акация. Потому что как мы будем рисовать белую акацию на белой бумаге? Вот так. Мы затемним отведенное для нее пространство, и затем уже на этом фоне будем прорисовывать белую акацию. Как я говорила, сегодня не будет ничего сложного, ничего детального, элементарно просто, и мы отображаем свои мимолетные впечатления быстро меняющейся природы. К чему, собственно говоря, призван импрессионизм. Итак, мы набираем ярко-зеленый, такой изумрудный цвет, и теми же самыми мазками, как мы рисовали листья тушью, мы прорисовываем в нескольких местах вот такие вот ярко-зеленые ветки листьев. Можно использовать и любой другой понравившийся вам цвет, который вам кажется подойдет, исходя из вашего задуманного конечного плана. Вы можете сделать их и более голубоватыми, и более желтоватыми. Далее мы смешиваем этот ярко-зеленый оттенок с белой краской, чтобы этот зеленый цвет не потерялся на черной туши, которая его поглотит. Как вы знаете, черный цвет он не отражает, а поглощает цвета. И по уже нарисованным черным листьям, но не по всем, а выборочно, мы еще раз тем же самым мазком проводим уже этой краской. Опять же, делаем это не на всех листьях, на части выборочном. Далее мы тем же самым разбавленным белой краской, смешанным с белой краской и зеленым цветом, просто добавив побольше воды, пройдемся по тем местам, которые мы наметили для изображения гроздей акации. Теперь мы смешаем ярко-желтый цвет с белым, потому что желтый сам по себе весьма прозрачен, и он потерялся бы не то что на черном, а даже бы на белом. И сделаем то же самое еще раз на тех местах, которые мы наметили для изображения акации. Теперь уже переходим к самим цветкам. Ничего детально не прорисовываем, все максимально просто. Мы взяли белый цвет, лучше всего сначала его разбавить немного водой и оставить достаточно бледные отпечатки, а потом поверх этих бледных отпечатков можно будет положить более насыщенные, яркие белые. Как вы знаете, в западной акварели белила не используется, белый цвет. А в восточной же акварели
белила весьма активно используется, и мне это очень нравится. Значит, что мы делаем? Мы оставляем отпечатки кисти. Можно оставлять вертикальные или горизонтальные. С этим лучше определиться сразу и выбрать какой-то один из способов. И к низу ветки мы оставляем отпечатки в виде точек, то есть мы пользуемся самым кончиком кисти, а уже в средней и верхней части мы прижимаем кисть больше до середины или прямо-таки целиком, чтобы оставить большой ее отпечаток. Не делайте их все, как сказать, упорядоченными, делайте их хаотичными, чтобы они чередовались друг с другом, они выстраивались строго в ряд, чтобы это было очень структурировано и фактурно. Так что полет фантазии, делаем отпечатки кистью. Сейчас мы смешаем темно-бордовый цвет с белым и добавим туда немного чернил. Получим вот такой вот интересный цвет. И в некоторых местах поставим более крупные и, соответственно, к низу кисти цветок, грозди цветов более мелкие точки этим цветом. Потому как если вы посмотрите на живую белую акацию, вы увидите, что в некоторых местах у нее очень ярко выражено, можно видеть цветоложу цветов, в которых оно располагается. И мы это сейчас тоже вот так вот красиво отметим. И последнее, что мы с вами сделаем, чтобы выразить всю пышность цветения акации и, может быть, даже как-то передать тот необыкновенный аромат, который она передает, мы возьмем белый цвет, разбавим его водой и, вот так ударяя кисточкой о палец, сделаем напрыски. И это последние штрихи. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте комментарии, что еще бы вы хотели, чтобы мы нарисовали.